Всем привет! Сегодня расскажу, как зашить вот такой откос, и чем его зашить, и почему я так делаю. Некоторые люди эти откосы зашивают вот под прямым углом, 45 градусов делают откос. Я уже видел несколько таких откосов. Через какое-то время вот здесь, возле рамы и откоса, образуется плесень. Ну, точнее, не много раз, 2 раза в своей жизни, как бы я такое видел. Откосы были зашиты обычным гипсокартоном, вот таким влагостойким. У нас под каждым окном, если вы заметили, в квартирах, в домах стоят радиаторы. Кто не знает, я просто объясняю. Радиаторы ставятся под окнами, потому что окно — это самая холодная точка стены. То есть больше всего отсюда идет холода. Поэтому радиаторы ставят под окнами, чтобы отсечь этот холод и создать такую тепловую завесу. И вот поэтому, вот именно конкретно мансардное окно, если откос мансардного окна мы делаем, то есть вот так, под прямым углом, здесь и здесь, происходит следующее. Ну, я как бы чертить схемы не буду, так попытаюсь на пальцах вам объяснить. Теплый воздух поднимается вверх, он уже не попадает вот в этот угол. У нас здесь получается угол, сейчас я вам попытаюсь показать. Кусочек гипсокартона сейчас возьму. Вот, допустим, у вас откос сделан вот так. Теплый воздух поднимается и пошел дальше. Он не попадает вот в этот карман. Этот карман остается холодным. Дальше происходит что? Теплый холодный воздух соприкасаются в этом месте и может быть начаться плесень. Точно так же и здесь. Вот если вы делаете под прямым углом, у вас получается теплый воздух вот сюда заходит, и здесь в этом кармане скапливается его большое количество. Но не просто теплый воздух, в воздухе есть пар в любом случае. И вот этот пар, из-за этого пара потом здесь тоже начинает потихоньку появляться плесень. Поэтому же мансардные откосы на мансардных окнах лучше делать всего вот таким способом. То есть мы делаем вот так, у нас теплый воздух проходит полностью вдоль окна, и здесь спокойно он выходит и проходит дальше, и уходит дальше, лишний пар уходит, естественно, в вентиляцию. Вентиляция — это тоже очень важный момент. На канале у меня есть пару видео, как сделать вентиляцию в готовую крышу, поэтому тут проблем нет. Но обязательно на мансардном этаже должна быть или естественная, или принудительная вентиляция, потому что мансардный этаж, он в основном состоит из крыши, полностью запакованной. То есть у вас идет утеплитель, пароизоляция, вашему пару, который образуется здесь в помещении, вследствие вашей жизнедеятельности, то есть дышите, там с первого этажа поднимаются какие-то пары, там с ванной, с кухни. И это все скапливается здесь, именно на втором этаже, на мансардном этаже. Что касается материала, вот я не буду использовать обычный гипсокартон, как вы видите здесь, я буду использовать ГВЛВ. Запомните, это гипсоволокнистый лист влагостойкий, ПК, у него еще есть аббревиатура, но ПК это просто означает то, что прямая кромка. Если на таком гипсокартоне, на заводском листе, вот здесь есть кромка заводская, то есть небольшое углубление, то в таких листах ее нет, здесь прямой стык. Но мы стыковать ничего не будем, все будет делаться из цельных кусков. То есть 4 куска вам понадобится на откос. Я думаю, я вам все понятно и доступно объяснил. Осталось только показать, как его правильно разметить. Может, для кого-то это составит какие-то трудности. Разметка здесь тоже не хитрая. Для этого вам понадобится просто длинный угольник. По наружному краю рамы выставляем угольник и переносим отметку вот в эту точку. Точно так же и снизу мы делаем. Мы просто перенесли длину рамы, вот это расстояние перенесли вот сюда. А дальше все просто. Мы меряем вот от этой точки до верхнего обреза и от нижней точки до нижнего обреза. Саму ширину откоса я делаю на сантиметр шире, можно больше. Тут уже больше, ну не важно насколько, на сантиметр, на 2, на 3, на 5. Потом по факту лучше будет все обрезать, так будет ровнее. Вот, мы перенесли, получается, наши точки вот сюда. Теперь мы от них откладываем расстояние сюда вверх, это низ, соответственно. Вот такой шаблон, такой откос должен у вас получиться. ГВЛВ вот этот вот, он достаточно хрупкий. Вот короткий лист 1,20 м, он в принципе не сломается при, там, допустим, каких-то транспортировках.
и тому подобное. Или вам надо будет перенести его одному. А вот длинный лист, который 2,5 метра, его даже вдвоем нужно осторожно носить, потому что он единственное, чем от такого гипсокартона отличается, он прочный, он прочнее, чем этот гипсокартон, то есть по своей плотности, скажем так. А вот по прочности, хрупкости, он очень хрупкий. Если вы возьмете с двух сторон лист горизонтально полу, он по-любому лопнет. Поэтому носить его нужно будет только вертикально. Это важный момент, запомните, потому что можно сломать лист. Я таких в своей жизни пару штук сломал прямо в магазине. Поэтому запомните, хрупкий лист лучше носить вдвоем и вертикально. Вот еще один момент хочу показать. Я лист на пару сантиметров отрежу длиннее. Так, должно примерно получиться вот такое вот изделие. В этом месте и в этом месте придется по месту лучше подрезать, чтобы плотненько стал лист. Делается для того, чтобы создать дополнительное ребро жесткости, когда мы будем верхний элемент вот этот крепить и нижний. Ему будет хотя бы во что упереться. Только для этого я вот эти два листа делаю чуть-чуть длиннее по размерам. Вот эту кромочку мы потом лучше по факту срежем, чтобы оно было идеально ровно. Кстати, в этот ГВЛВ шляпка самореза не тонет. Она, то есть, выпирает, вы его туда не задаете. Что с этим делать? Я вам чуть позже покажу и еще расскажу, как крепить откос к раме. Сейчас короткий участок, но в этом месте вы должны быть тоже внимательны. Перед тем, как вы замеряли каркас, вам нужно было, чтобы обязательно было все под 90 градусов. Чтобы в итоге потом вот этот кусок маленький вы не резали, то есть по диагонали, не резали его морковкой. Все должно быть четко по 90 градусов. С одной и со второй стороны. Тогда вам будет проще поймать вот этот размер. Не забывайте, что гипсокартон нужно запиливать под определенный заданный угол. То есть вот эту часть верхнюю и точно так же нижняя часть, вот она запилена под угол. Так, может быть, лучше видно будет. Вот видите, нижняя часть тоже под угол запилена. Так, угол этот заточил, запилил, понятно для чего, иначе просто он туда не зайдет, лист. Потому что определенный угол, а так вот угол запилили, лист туда заходит плотненько. Но если у вас нет инструмента, как у меня, допустим, я резал мультитулом, лучше не оставляйте здесь запас, потому что вы потом замучаетесь это все срезать. Повторю, это вам не гипсокартон. Это примерно режется по плотности, как фанера. Вот представьте, вам по периметру надо это все в неудобном положении отрезать. Поэтому не экспериментируйте. Старайтесь сразу отрезать в размер. Если где-то чуть ошиблись, потом подшпаклюйте, ничего страшного. Подшпаклюйте, а уже после поставите уголок. И вот мы подошли к шляпкам. Здесь тоже все очень просто. Сверло восьмерка. Делаю потай сверлом и потом вкручиваю саморез. Все. Вот на раме здесь есть паз, в него очень хорошо становится лист. И там есть дерево еще идет, в которое можно, в принципе, закрутиться. Вот что я и буду делать. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Этот материал очень плотный. По плотности
чтобы было понятно, примерно как фанера. То есть работать с ним гораздо сложнее и тяжелее, чем с гипсокартоном. Если же вы нанимаете человека на эту работу, то, естественно, она будет в разы, ну, раза в 2, наверное, как минимум дороже. Но это все уже зависит от того, как вы договоритесь. Поэтому, если вы будете делать сами, для вас это будет практически по цене гипсокартона. Он там, этот лист не намного дороже, чем лист гипсокартона. Там рублей на 200 или 300, я уже точно не помню. Следующим этапом вот все вот эти углы, которые у нас получились, проходим силиконом, акрилом, каким-нибудь герметиком, клеем, ну, в общем, все, что есть. То, что у вас есть. Я лично буду делать, наверное, ну, или клеем, или силиконом, у меня, в принципе, и то есть. Только после этого, когда мы пройдем все швы, потом занимаемся дальше малярными работами. Но это уже будет в следующих видео. Кто не будет смотреть следующее видео, предупреждаю, углы все потом мы проклеим специальной лентой бумажной. Я буду клеить Knauf Kurt, хорошая лента, она мне нравится, потому что она идет со стекловолокном. А в малярке тоже есть свои моменты, нюансы, о которых нужно знать. Если вы неправильно сделаете малярку, то напрасно будет вся вот эта работа с каркасами, потому что неправильная малярка может привести к дальнейшему растрескиванию швов, может быть то же самое, у вас здесь может образоваться плесень, поэтому все нужно будет делать правильно. Поэтому, кто впервые на моем канале, чтобы не пропустить следующее видео, жмем колокольчик, подписываемся. Кто меня смотрит и знает, по традиции лайк. Ждем следующих видео. Всем спасибо, всем пока.